Всем привет, дорогие друзья! Мы продолжаем проходить с вами Pacific Drive. Замечательнейшую, легендарнейшую игру этого года. Стопудово это будет самый крутой выживач года. По крайней мере, для меня точно. На вкус и цвет, как говорится, товарища нет. Не смог я удержаться, разобрал там машину. Вот. Пока у нас пилится тачка, хотел бы вас попросить ставить лайк обязательно, писать комментарий. И делать подписку на канал, потому что мы с 22 числа будем с вами делать первые стримы на этом канале по данной игре. Она как раз у нас выходит 22, и я не знаю, во сколько она там по времени выйдет. Может быть утром, если бы вышел утром, было бы классно. Но скорее всего, если вечером, то уже мы 23-го начнем стримы. Вот. Потому что в ночь стримить, ну, такое, сидеть каким-то вялым, там, непонятном состоянии. Хотя хрен его знает, как получится. Я очень жду эту сильную игру. Я сильно очень жду эту игру. И поэтому я думаю, что возможно, что я просто возьму себе Наргоз, и мы запечатаемся с вами на всю ночь. И будем играть в эту замечательную шедевральную игрулечку. Вот. Так. Я наконец-то с вами сейчас попаду в зону. Я уже, если честно, подзапарился тут ездить. Нифига мы, блин, сколько с вами тут наисследовали уже. Это жесть. Предзаказ, ребятки, на игру уже оформил. Она уже моя, можно сказать. Главное сейчас, чтобы у разработчиков ничего не пошло плохо. Бывало, что у людей забирали игры и возвращали им бабки за них. Бывало, что и не возвращали. И это такая жопа, это вообще странно очень. Так. Все, поехали. Едем дальше сразу. Не будем тянуть яйца за кота, как говорится, да? И едем дальше. Комментарии, ребятки, обязательно пишем. Как вам вообще больше нравится? Когда я к вам обращаюсь как к вам или как к тебе, к определенному человеку, который сейчас смотрит это видео? Наверное, как к определенному человеку. Но если я так буду говорить, вы же мне будете говорить, что я клон Шимора или Шимора с Алиэкспресс. Нет? Не будете? Просто я как бы, ну... Я отца люблю поглядеть, Шима, но я не кашу под него, честно. Я такой, какой я есть. Реально. Слушайте, ребят, мы с вами в этой серии не выберемся опять отсюда, если я сейчас продолжу это все дело собирать. Наверное, надо или паузу ставить, пока собираю, или вообще не трогать. Так, мы сейчас с вами едем куда? Я никак не могу доехать, блин, нормально. Так, давайте сначала съездим вот сюда, получается, соберем там якорь желтый. Потом поедем обратно и соберем тут якорь желтый. Якоря собирать обязательно нужно, иначе мы с машиной вообще ничего не сделаем в гараже. Доброго. Ну, чем больше якорей, тем лучше. Кстати, чем больше ты ездишь по бездорожью, тем хуже твои тачки. Ну, колесам. Ты можешь проколоть колесо, сделать что-то плохое еще машиной из-за этого. Бум, съела. Так, теперь мы с вами едем вот сюда. И там уже мы с вами вызываем, получается, спутник, который у нас активирует проход, да? Активируем выход, так сказать. Ты не спеши, обо мне не беспокойся. Если не сможешь вернуться в гараж, я сильно не расстроюсь. Вот вонючка. Короче, по бездорожью лучше сильно не гонять. Вот у нас опять что-то машина себя ведет нестабильно. Я бы хотел посмотреть, что у нас здесь. Мне кажется, она как-то не очень едет. Хотя нет, все колеса целые. Значит, это я просто наехал на какие-то камни, что ли? Колбы, смотрите, вырастают. Это что такое выпало? Откуда выпало? Не понял. Нифига у нас лута, ребята. Ёшкин кот, блин. Это очень много.
Так, ну и наконец-таки мы с вами закончили с этой зоной. Я не помню, были ли мы там в здании. Ну уж ладно, не пойдем туда. Хрен с ним. Активируем. Полетели. Бам, видали? Вот это красиво, черт возьми. Видишь гигантский столб света? Езжай прямо на него, не волнуйся, он только внешне похож на адское пламя. На деле же он куда приятнее нестабильности. Хорошо. Хорошо, мы не будем волноваться, мы будем ехать прямо туда. Вая, заносит. Смотрите, сейчас сзади нас догоняет желтая штука. Когда она нас накроет, там еще будет красная штука. Красная штука съедает машину вообще быстро. Желтая начинает портить машину всю вокруг, а красная вообще ее поглощает. Она делает детали красными, и детали просто нахрен ломаются в ноль. Наконец-то мы с вами приехали, мы можем сохраниться, ё-моё. Вот это да, ребята. Вот это да. Ну надо же, тебе удалось вернуться. Я была уверена, если уж не зона, так путешествие через врата тебя точно прикончит. Какая же ты стерва на самом деле. Что, я разве не упомянула, что ты первый человек, который ими пользуется? Конечно, до тебя я уже отправляла через них мышей. Так что в каком-то не успел прочитать. Вместе с тобой должны были вернуться и все ресурсы, в этом вся прелесть врат. Только через них можно вернуться, не растеряв нажитое. Так тащи все детали в подсобку, так и быть. Позволю тебе на время пользоваться моим фабрикатором. С его помощью ты сможешь собрать кучу полезных вещей от багажников для крыши до сигнальных ракетниц. Антенну из всех этих деталей будет смастерить проще простого, но чтобы она заработала, нужна якорная жидкость. Так что вези ее сюда, все, что найдешь. Учти, я, конечно, этим гаражом уже давно не пользуюсь, но это не значит, что там можно все крушить. Сломаешь что-нибудь, пулей вылетишь на мороз к аномалии. Мы друг друга поняли? Ребят, мне интересно, мне каждый раз нужно будет искать кнопку, чтобы я видел жидкость якорную или нет. Вот это вот вопрос, конечно, на миллион. Так. Смотрите, теперь у нас такая тема. Мы делаем вот так вот. Заходим сюда. И теперь мы с вами можем такую штуку изучать. Допустим, антенна. Берем. Идем наверх. Ставим антенку. Вот. И всякие такие штуки при бамбуке. Вот здесь, получается, будет тоже какой-то вход. Ну, точнее, там есть дверь кодовая, в которую мы с вами попасть не могли в начале игры, как вы помните. Вот, и туда, наверное, можно будет попасть. Ну, не наверное, а можно будет. Но я не видел такого ни у ютуберов на демо-версиях, на больших нигде не видел. Ля какая, как строится красиво. Вот, видите, тут есть код. Фиксирую отчетливый сигнал антенны. Дай пару секунд на калибровку. Пусть калибруется, я ей не мешаю. У нас есть вот такая штука здесь, которая собирает все материалы с пола. И не только здесь находящиеся. Вот здесь тоже. Так, что-то у нас тут есть. Ага, смотрите, у нас тут есть детали, которые мы можем надеть на машину. Но мы их сейчас не будем надевать. Они нам сейчас не нужны, по сути. Кустарный бампер. Бампер вроде бы можно надеть. А у нас бампера надеты. Мы сейчас тут с вами, ребята, устроим такую заварушку. Сейчас у нас тут будет жесть. Так, что у нас еще здесь есть? У нас краска есть, блин, хоть какая-то? У нас есть, смотрите, вот такая тема. Это, получается, мы сейчас устанавливаем в тачку. И это у нас будет ручник. Чик. Смотрите. Теперь мы можем сделать вот так. Так, и поставить себе на... Вот так вот, допустим, себе ручник. Удерживаете 001. И все. И у вас типа есть ручник. Олимпийский дрифт. Я на самом деле дрифта не видел. Я когда жал ручник, она просто останавливалась. Но может быть... Может быть он есть. Может надо просто посильнее разогнаться. Так, теперь меня ведут к помойке.
которая нам выкидывает предметы нужные, да? Отремонтировать автомобиль, заполнить бак. Ну, это понятно. Так, и у нас теперь есть вот такой контейнер с вами. Контейнер. Он у нас изучен. И есть контакт. Все более или менее работает. Я подключила... Так, нам тут пишут благодарность, что демо-версия закончена. Антенну к составителю маршрута. Но мы сейчас ничего не сможем уже сделать с вами. Этой антенной. А что такое-то? Это я не понимаю. Это баг какой-то? Лаг? Алло, все. Чики-бомбони. Так, теперь нам нужно заправить тачку. Так, на самом деле я бы хотел вот эту штуку открыть, но она что-то пока что не открывается, да? Найти дорогу в город. Типа через вот эту тему. Так, ну это мы сейчас с вами читать уже не будем. Это мы с вами почитаем, когда мы будем стримить. Сейчас мы с вами займемся тачкой, мать её. Так. Смотрите, у нас стабилити есть. Слева сверху. Стабилити 3.1. Это значит, что мы насобирали якоря. Теперь за эти якоря мы можем прокачивать себе всякие штучки. Вот это, кстати, пистолетик. Это как раз та самая тема, которой можно снимать двери всякие, колеса с машин. Вот, у нас есть набор электрика. Кустарная фара, запасная лампочка и вот такая, да, фара. То бишь можно это все изучать. Многоразовый огонь, это у нас фонарик. Сигнальный огонь. Мы с вами изучаем стальную панель обязательно. Не выполнены дополнительные требования. В смысле? А почему мы не можем? А почему? А, лист стали нужно изучить. Тю. Так это ж изи. Это у нас же изучается прямо же где-то здесь же. Прямо же где-то здесь же. Я не помню, в какой именно вкладке. Слушайте. Слушайте, а я реально не помню. А, вот здесь. Вот он, наверное. Лампочка, да, идет. Смотрите. Выкинула нам чертеж. И теперь уже мы с вами изучаем лист стали. Во. Есть контакт. На 12-й минуте видоса мы с вами наконец-то вернулись в гараж, да, и готовы продолжить. Блин, я не знаю, фару я смогу изучить, нет? Я попробовал, но мы истратим все очки нафиг. Смотрите, мы изучаем стальная панель. Стальная дверь. Стальной бампер. Давайте. Так, мы с вами изучили стальная панель, стальной бампер. И стальная дверь, да? Угу. Больше ничего не можем. А, дальше уже тут просто идет более навороченное все. Изолированный, бронированный. Давайте изучим колесо. Грязевая шина. Так. Летняя шина. Изучим, давайте. И попробуем сразу же грязевую. А у нас осталось 0,7. А у нас на грязевую не хватает. Надо 1,5, а у нас 0,7. А вот у нас, то есть, что подсвечено желтым, на то у нас с вами хватает, да? Так, это какие-то у нас крепежи. Угу. Так. Запасная лампочка, фонарь. Печатная плата. Полупустая печатная плата для сборки новых прототипов. Угу. Ну давайте боковое крепление еще бабахнем тогда. Все, у нас осталось 0,2 стейбл, видите? Так, смотрите, раз чертеж. 2 чертеж. 3 чертеж. Кстати, тут, когда ты все забрасываешь вот этот инвентарь, допустим, тебе уже не нужно это доставать обратно. Ты когда крафтишь, тебе не надо это вытаскивать.
То есть оно у тебя уже как бы типа автоматически идет. Оно уже как будто бы у тебя. Так, это у нас куда надевается тема? У нас что вообще? Боковое крепление. А, вот смотрите. Боковые крепления крепятся сюда. На них можно ставить либо дополнительные рюкзаки, либо топливо. Короче, канистры устанавливать на такие штуки. Прикольно. Но у нас на такую больше не хватает, да, штуку? Смотрите, она каждый раз крафтится через вот эти вот менюшки, да? Да, не хватает. Вот она у нас идет. 0,2, а надо 0,5. Но мы бы больше не насобирали. Мы собрали абсолютно все вообще, что только было. Даже каждую машину. Вы просто посмотрите, сколько у нас лута. Это жесть. У нас 7 стальных пластин. Лист стали — это очень штука крутая. Она, по-моему, еще перерабатывается в скраб, если я не ошибаюсь. А скраб — это ценная штучка в игре. Смотрите, мы сейчас с вами делаем вот так. Просто. Смотрите. Сейчас у нас будет переодевание машины. Я не помню, что насчет капота. Ой. Забаговалась штучка. Упала. Так, а что насчет колес? Колеса я изучил. Летние, да, по-моему? Давайте тогда-то убираем запаски. Так, там у нас нормальная шина стоит. Тут да, нормальная стоит. Смотрите, у нас машина какая сейчас. И какая она станет, черт возьми. Так. Мы сейчас берем стальные двери. Блин, нельзя сразу 4 сделать, а? Раз. 2. 3. 4. 4 стальных листа у нас потратилось. А, нам надо не 4 стальные двери, нам надо 5. Потому что он же еще багажник. А еще же и капот. Слушайте, а капот это что у нас считается? Это дверь? Давайте еще одну сделаем. Фиг с ней. Стальные панели. Так. Стальная панель. Раз. Стальная панель. 2. 3. 4. Больше надо? Нет? Панели стальные 4 же у нас идут. Передние, задние. Так. Кустарный бампер. Стальной бампер. 2 раз стальной бампер. 2 стальной бампер. Хорошо. Летняя резина. Раз, 2, 3 делаем. Кустарная фара. У нас пока фары больше нет никакой. Давайте сделаем 2. Вау! Просто вау. Мы делаем почему 2 фары? Потому что, смотрите, они будут другого внешнего вида. Вот, и мы сейчас с вами эту фару убираем. Это будет не каждый раз такое переодевание, потому что это как бы еще все нужно добыть, изучить и прочее. Это просто после первой поездки такая жесть происходит. Раз. Это у нас бампер, да, по-моему? 2. Так, сейчас будем бегать. 10 лет. Так, задний бампер пошел. Как же это классно, ребята. Это такая вообще атмосфера. Просто. Мы, по-моему, с вами не нашли краску, ребята. Опа, остальная дверь. Просто, когда я играл первый раз без видео, мне попалась краска красная. Как вы помните, с первого видео мы начали со старой демки. Я стоял возле машины, которая была красного цвета. А сейчас у нас с вами краски нема, по-моему. Ну, мы посмотрим. Еще сейчас проверим. Я не совсем уверен, конечно, до конца. Не до конца уверен, так скажем. А, это панелью считается, да? Это, по-моему, панелью считается багажник, а не дверью. Ну, капот. Капот, имею в виду. Вот эти все детали, которые у нас здесь валяются, их можно все перерабатывать. Какие-то осколочки. Какие-то, короче, компоненты, но у нас нет аппарата. Он должен вот здесь находиться. Он у нас будет с вами потом, когда у нас демо-версия закончится. Так, колесико раз. Панелечка 2. Так, панелечка вот сюда. Так, и нам еще одного колеса, что ли, не хватает? Я ж 3 делал, нет?
Блин, что, запаски все? Все запаски. Еще надо колесо. А, я панели сделал, да. Смотрите, 5 дверей. Это вот сюда 5-я идет. И панели. А, нам еще надо панели, одно колесо. Нет, панели я мало сделал. Да. Смотрите, мы сейчас делаем стальную панель. И делаем еще летнюю шину. Во, все. Вот теперь имба. Вот теперь красота. Блин, жалко, что мы краску не нашли, слушайте. Я не знаю, что насчет... тут будет еще один станочек, такой аппаратик стоять. Сюда мы будем ложить краску. И всякие штуки, которые будут менять ручник, руль внешне. Тут будет антенна меняться. Что-то еще там, по-моему, внутри какие-то игрушки, болтушки будут сидеть на панели. Но я не знаю, не платная ли это услуга, не донатерская ли это будет. Потому что у одного ютубера я смотрел стримы у зарубежного. У него, короче, это все дело было бесплатно. Но это возможно, потому что была версия какая-то ютуберская на самом деле. Вот. Вот такая, ребята, машина у нас с вами получается. У нас еще миллион ресурсов. Не знаю, зачем добить столько так. Как открыть вот эту тему для краски? Это, наверное, все платно дело открывается, блин. Слушайте, мне надо было про это подумать заранее. Про покраску. Внешне тоже интересно посмотреть, как это все дело меняется. Машины. Тон зарядка. Излучитель какой-то, двигатель. Нифига тут можно двигатели какие делать. Прикольно. Только что-то маловато, да? Всего 4 двигателя. Вообще, в принципе, цепочки не сказать, что очень большие. Фары какие-то есть навороченные. Описание фар, смотрите. Допустим. Устойчивость плюс 50% физическому урону. Армированная фара. Оправы и стали повышают прочность фар, придают автомобилю вид умудренного опытом академика. Нифига себе. Все, чего не хватает вашим фарам, это небольшой лим клетки Фарадея с функцией распыления плазмы. Освещайте себе путь, невзирая на электрические заряды. Что-то, короче, интересное, слушайте. Ну, прикольно, да? Классно. Здорово. Замечательно. Аккумуляторы. Смотрите, сколько видов аккумуляторов. Ё-моё, просто. Вау. Магнитный бампер. Закись азота. Закись азота. Переносной верстак можно делать. То есть мы сможем с этим верстаком крафтить даже в зоне... Ну, в зоне. То есть не... Смотрите, короче, у нас есть в машине верстак. Он слабый. Этот верстак, он слабый, короче. Это, будем считать, первый верстак. А вот это уже второй верстак. На нем можно более продвинутые темы делать. Вот. Что мы еще с вами изучили? Что мы еще не скрафтили? Набор герметика, механика, стальная дверь. Блин, а мы краску не можем тут сделать? Слушайте. Стальная панель, стальной бампер. Летняя шина. Старная фарка. Карбюраторный двигатель можно крафтить. Нифига себе. Листы требуются. Медная проволока, газовые баллоны. Даже двигатель можно крафтить. Шестерня. Листали. Лампочка. То, что у нас изучено, да? Ну-ка, на двигатель нам не хватает на новый. А, медные проволоки, баллоны нужны. Листы-то мы можем сделать. Вот смотрите, допустим, мы сейчас листы сделаем. Сколько их там? 6 надо? 6. А на листы тратится то, что нужно на двигатель. Или нет? А, нет. 8 из 10, 1 из 6. Ну, то есть у нас вот этих двух компонентов не хватает на новый двигатель. Ну, это точно такой же двигатель, который у нас сейчас стоит. Этому рычащему зверю тесновато в скромной легковушке. Конечно, он жрет бензин как на убой, но без проблем доставит вас вместе с автомобилями с точки А в точку Б. Короче, ребята, есть еще винилы на машину. Есть еще винилы на машину. Всякие красивые полоски, всякие узоры прикольные. Вот. Если делать предзаказ за 1800, то там есть с красотой со всякой в машину.
Вот, но я не знаю, будет ли это попадаться в зонах. Я попробую, наверное, написать разработчику, спрошу у него, будет ли попадаться в зонах вот это вот все добро после релиза игры, потому что я что-то уже начинаю сомневаться, что это будет попадаться. Смотрите, у нас есть батарейка, нет ли тут винилов этих? Давайте посмотрим внимательно. Плазма, пластмасса. Кристалл терможивицы вот этой. Обладает впечатляющей теплоустойчивостью и прочностью, что открывает целый ряд возможностей для ее применения. Химикаты, ткань, пластмасса, изолента, газовые баллоны, медная проволока, электроника 3 штуки, батарейка. Леденец любопытных изобретателей. Подходит для большинства мелких домашних и портативных устройств. Ну, слушайте, нету. Нету. Вообще ни краски, ничего не попалось. Какая-то мусорная жемчужина у нас есть. Мне очень интересно, что это такое. Ну да ладно. Ну фиг с ней. А, у нас еще, смотрите, двери сюда забились и шина. Вот у нас где шина-то была, она в инвентаре была, и дверь здесь тоже была. Ё-моё. Капец. Просто посмотрите на свалку, которая здесь у нас. Просто посмотрите на это, ребята. Вы просто посмотрите, что у нас тут происходит. Такая жесть. Вот так бы сейчас бы зафоткать, но режима фотографии нет. Сохраним игру. Ну и в общем-то в целом, ребята, у нас такая вот получилась машина. Уже стальная. Не вот с этими вот кустарными дверями стрёмными, да, а уже со сталью. Есть еще бронированный материал, но я так понял, он хуже, чем обычный какой-то там отводящий ток. Отводящий ток это важно. А бронированный, ну зачем он? Зачем? Он взрывоустойчивый. А где у нас взрывы? Мы даже когда будем ехать, нас будет накрывать желтая и красная зона на выходе. Это не взрывы. Это не то. Взрывы это вот эти человечки, которые на дорогах стоят. Чтобы ездить их избивать, да нафиг они нужны так-то. Ну, в общем-то, ребята, будем в игре разбираться, будем смотреть. Всем большое спасибо, кто посмотрел до конца. Ставьте лайки обязательно, подписывайтесь на канал. Переходите 22 числа на стримы по Pacific Drive. Люблю, приобнял, обнял, подбросил и отпустил обратно, поставил на место. Вот. Всем пока-пока.